На горизонте виднеются два моста, красный и синий. Так, смотрим на указатель. До Владивостока 619 километров всего-то. Пляж мне очень понравился. Я чувствую, что летом здесь можно очень хорошо отдохнуть. Пройдемся еще вот по такому саду хризантем. Я не сказал, это тунец. Ну что, друзья, настало время дегустировать нашу рыбку. Я приветствую вас на пляже города Сокчо. Это восточное побережье Южной Кореи. Сегодня 19 октября. Погода у нас замечательная. Примерно 18-20 градусов. Как видите, я в футболке. Пойдем посмотрим сейчас по берегу. Уникальность города Сокчо состоит в том, посмотрите на заднем плане, горы, они окружают практически весь город. Создается, наверное, такой микроклимат. И с другой стороны море. Песок на пляже не мелкий, он средний. Ну, мне кажется, наподобие, как вот на нашей Ливаде. Да, один в один. Сегодня почему-то большие волны. Я не знаю, с чем это связано. Потому как ветра нет. Может быть, несколько дней. Да, 2 дня назад был дождик, вроде ветра не было сильного. Может быть, это сезонное явление, я не знаю. А пахнет как приятно, вкусно морем. Которые даже пытаются ноги помочить. Так, смотрим на указатель. До Владивостока 619 километров всего-то. А до столицы Северной Кореи всего лишь 260 километров. На горизонте виднеются два моста, красный и синий. Мы проезжали по ним. Лайнер круизный, очень большой. Красиво, что сказать. Ухожено. Все сделано с любовью, с заботой о людях. Пляж мне очень понравился. Я чувствую, что летом здесь можно очень хорошо отдохнуть. Песок очень комфортный. Мне нравится, когда нет камней. Вход в море очень хороший. Там в море дальше на глубине песок. Ничего вам не будет мешать купаться. Не мелко здесь, хочу сказать. В принципе, зачетный пляж. Хочу остановиться вот на таком моменте. Вот смотрите, набережная, это город и строительный объект. Здесь идет стройка. Посмотрите, какая чистота. Там уже готов котлован. Чисто, неимоверно. Это вот слов нет. У них техника со стройплощадки не выходит с грязными колесами. Они здесь же омывают, чистят и только потом они выезжают на трассу. И только так, иначе очень большие штрафы. Есть чему учиться у них? Я думаю, да, есть. Вот еще одна стройка, смотрите, заходит строительный автомобиль. Улицу здесь же вот моют. Он сейчас выгрузится. Вот видите, пол чистый, да, уже все промыто. Его сейчас выгружают, опять помоют колеса и только потом выпустят его на трассу. Вот так вот здесь заботятся о том, чтобы были дороги хорошие, чтобы не было грязи. Город Сокчо, Южная Корея, восточное побережье Южной Кореи. Население 80 тысяч человек. Это всего лишь для корейского города, это считается как бы деревня. 80 тысяч, что это? Это вообще ничего. Но инфраструктура сумасшедшая, дороги. Я просто вот молчу, плачу и за них, конечно, горжусь. Они настолько идеальные. Для пешеходов, для велосипедистов, для всех. Все очень удобно. Если вы будете соблюдать все правила движения, вы не попадете никогда ни в просак. Все продумано. Кроме моря, в городе Сокчо есть два озера. Одно из них Чонгчохо.
Здесь замечательная зона отдыха, аттракционы для детей, для взрослых. Вот можно в баскетбол поиграть, покататься, погулять, подышать свежим воздухом. Много кафе, ресторанов. Ну, все как любят корейцы. Да, и Корея – это страна, как они говорят, для корейцев. Очень много туристов, самих корейцев. Вот мы видим организованную группу, которая гуляет также вдоль озера. Вот посмотрите, какое шикарное большое озеро. Здесь можно покататься на лодочках. А пахнет морем. Странно, озеро, а пахнет морем. Впереди нас башня, это смотровая площадка. Я вот хочу туда попасть, залезть на самый верх. Хочу остановиться на этом месте. Это фотозона очередная. Ну, посмотрите, ну как это прекрасно. И это простой провинциальный городок. Всего лишь навсего 80 тысяч. Для сравнения, в Большом Камне 40 тысяч. Всего лишь в 2 раза. Какая красота. По-другому как скажешь. Ой, запах нереальный. Все больше и больше русских туристов посещают Южную Корею. Это же, конечно, очень хорошо, потому как страна безопасна для самостоятельного туризма. Здесь практически вся страна покрыта Wi-Fi. Я лично не пользуюсь ни роутерами, вообще ничем. Wi-Fi есть практически везде, даже в автобусах, такси, в городе. Абсолютно везде. Страна очень развита автотранспортом. Доехать можно в любую точку города практически за небольшие деньги. Даже такси. Вот сегодня я от гостиницы ехал до другого терминала. Поездка была около 10-15 минут. Это стоило 250 рублей, где-то не больше. Ну, я считаю, это нормально для Кореи. Как ни странно, такси здесь недорогое. Несмотря на то, что город Сокчо маленький провинциальный городок, здесь есть где остановиться, есть где сфотографироваться, оставить фотокарточки себе на память, посмотреть, насладиться этой красотой, как природной, так и рукотворной. Если кто захочет, проявит желание проехать моим маршрутом, пишите, с удовольствием вам подскажу, как это сделать дешевле, чтобы сэкономить ваши денежки. Пишите. Пройдемся еще вот по такому саду хризантем. Шикарное место, мне очень понравилось. Мне всегда нравились цветы, особенно такие насыщенные, которые имеют цвета. Так, вот эта башня 73 метра у нас. Высота ее. В моих планах посетить, конечно же, ее. Пойдемте посмотрим, что из этого может получиться. Ну вот, я купил билеты. Билет стоит 2500 вон. И это совсем недорого. Поднимаемся на 15 этаж. Стоимость одного билета стоит 137 рублей. И вот за 137 рублей мы получаем вот такой вот прекрасный вид на город. Какое большое футбольное поле. Круто. Сделаем обзорный вид. 360 градусов. Ну вот город как на ладони. Здесь вот хорошо видно, что город окружен горами. И в таком городе, как Сокчо, 80 тысяч населения, вот только вдумайтесь в это количество, да, проживающих людей. Есть рыбный рынок. Сейчас я покажу, какой он. Сразу вспоминаем наш город Владивосток у моря. Этот город тоже у моря, и мы живем у моря. И ассортимент наших прилавков и рынков сразу вспоминаем. Пойдем покажу. Вот макрель. Я очень люблю эту рыбу, она очень вкусная.
Пожалуйста, желающие. Вчера я ее покупал в ресторане. Одна уже готовая, жареная, 450 рублей крупная стоит. Это какая-то неопознанная мною рыба. Я не знаю, даже, наверное, первый раз такую вижу. Страшная даже какая-то. Ну, это треска. Какая-то тоже интересная рыба. Смешная. Первый раз вижу тоже. Улитки. Какая-то мелкая рыба. Терпух уже есть. Ну вообще рыба. Что это за чудовище какое-то? Обыкновенная камбала наша. Причем ее тут много на прилавках. И кальмар уже чищенный, готовый. Тоже какая-то рыбка интересная, красивая. То, что мне нравится на этих рынках, сразу вашу рыбку здесь можно почистить. Купил, вам почистят, принес домой, уже только готовить. Бычки, кстати, вот наши. Уха из них очень вкусная. Такая все свежайшая. Вот только что из моря. Хочу сказать, что на рынке ничем не пахнет, не воняет. Я это во всех роликах своих про такие рынки говорю. Мало кто верит. Нет, не мало, конечно, люди верят. Но это надо испытать самому. Здесь пахнет чистым морем. Все, больше ничем. Вот делают сашими. Что же это за рыба? Кто знает, пожалуйста, напишите. Так, вот 10 тысяч вон, наверное, килограмм стоит, но это 550 рублей. Корейцы очень любят кальмаров. Ну и рыбу, конечно, все. Вот небольшие крабы. А это уши вкусные. Я их ел, очень вкусные. Креветочки вот свеженькие. Камбала, терпух, это все вяленое уже. Это вкусно невероятно. Посмотрите, осьминоги свежайшие. Так, я спустился на цокольный этаж. Рынок оказался двухэтажный. Здесь вы можете заказать себе любое блюдо из морепродуктов. Посмотрите. Рыба любых размеров и сортов. Вот человек выбрал рыбу. Сейчас ее, вот так раз, почистят. И вот здесь же приготовят. И вы сможете все это поесть. Ну что, кому понравился рынок, ставим лайки. Если кто хочет, чтобы было у нас такое разнообразие продуктов, чтобы у нас были рыбные рынки, хотя бы примерно что-нибудь, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забываем нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Крабики. Приличный такой, хороший, да? Цены, конечно, не маленькие. Одна камбала стоит 1100 рублей. Я сейчас спрашивал. Ну вот, 40 тысяч вон стоит вот такая рыбина. Да, берет. Окей. Окей, да. Окей. Сейчас она будет ее готовить. Попробую и все расскажу. Так, сейчас вот тетенька чистит мою рыбку. Делает филе. Потом тонко нарежет. И с соусом будем все это пробовать. Посмотрите, филе без единой косточки. Все так она аккуратно разделала. Буду есть только одно мясо. Я не сказал, это тунец. Ну, разновидность тунца. Ну что, друзья, настало время дегустировать нашу рыбку.
Оно вкусно. Свежая рыба, на что вот похоже. Где-то даже вот на мясо гребешка, но только ну, чуть-чуть вот потверже, да. Гребешок он как бы почти как сало, мягкое. А это вот прям вот вкус гребешка. Приятного мне аппетита. А я говорю вам пока, встретимся в следующем видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте включить колокольчик, чтобы не пропустить следующее интересное видео. Пока!